Приветствую вас, дорогие зрители канала БЗТагро. С вами на связи наша команда. Я Максим, да и оператор где-то там за кадром. Сегодня мы находимся на таргах рольничих по-польску. Это центральная агровыставка, которая проходит в Варшаве. Здесь представлено очень много разных брендов. Сейчас мы находимся возле стенда John Deere. И здесь презентованы вот новые трактора для мелких хозяйств. Это трактора не больше, чем 120 лошадиных сил. В общем, хотим показать вам эту выставку. Будем снимать для вас класс Lexion новой серии 6800. Вот так вот ездим, снимаем для вас контент. Просим, чтобы вы нас поддерживали, писали комментарии, ставили лайки и колокольчик, чтобы не пропускать выпуск, потому что выпуски у нас каждую неделю. Каждую неделю выпуск, ребята. Вы представьте на протяжении целого года, сколько у нас будет интересной информации на нашем YouTube-канале. Ребята, сейчас вот нашли вот такой вот стенд. Компания называется Tuning.pl, Discover the Power. Делают чип-тюнинг трактора. Увеличивают мощность, да, трактора. Мощность двигателя. 15% это прирост мощности и 10% экономия топлива. Вот так вот подъезжает трактор, сразу с буса делают вот этот чип-тюнинг. Поэтому кому интересно про это, можем тоже приехать к ним, отснять как-то, показать, как это работает. На нас все смотрят, да, как будто мы мировая компания какая-то. Вот что значит личный бренд, друзья. Кепочки БЗТагро, жилеточки и внимание вам гарантировано. Максим договорился с классом. Сделаем обзор, покажем вам кабину, расскажем технические данные полностью все. Выглядит он реально очень круто, прям очень привлекательно. Dzień dobry. A jakie takie pszeniczne bardzo fajne piwo? A jakie są? O, to może być, ale jeden rodzaj tylko jest taki? A jakie pan poradzi spróbować? Так, друзья, сейчас мы представим вам комбайн для уборки конопли. Сейчас очень сильно начало набирать производство медицинской конопли, и с нее делают разные препараты. На первый вид очень похож он на обычный комбайн Фуршрит, ешка старые, которые используются в виде косилок, в виде подборщиков просто. И вот это, я так понял, аналог, только специальная жатка есть, которая прицепляется, жатка для уборки именно конопли. Ходим, снимаем, сегодня более людно, уже больше людей на выставке. Вчера вообще было пусто, сегодня уже люди проявляют интерес, съезжаются, потому что сегодня суббота, выходные дни, и много людей уже имеет время для того, чтобы приехать посетить эту выставку. Вот так вот все происходит здесь. Оба. Палаточки, жарят шашлыки, машлыки, рульки. Очень все вкусно пахнет. Пойдем покушаем еще. Передаю вам этот запах и аппетит. Ням-ням-ням. Так, а сейчас вам покажу бренд Technics по производителю косилок и мульчеров для покоса. Вот такие вот косилочки они делают навесные. Вот здесь показано, какие могут быть. Могут быть просто вот на таких ножах.
могут быть на вот таких вот молотках, и могут быть еще вот такие вот. То есть разные виды. И шкив, с помощью которого приводится это все в действие. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy to polski producent jest tych kosiarek? Dzień dobry. Словенский, так? Говорит менеджер, что это есть Ferrari в мире косілок і мульчеров. Це ж ми фірму теж з Любліна і спродаємо на Казахстан, на Узбекистан. Z Lublina? З Любліна, так. Jesteśmy українцями, але проводимо і в Україні фірми. Szukamy na Ukrainie dealera. Naprawdę? Tak. Сейчас нам презентуют дисковые бороны, которые... Tu są dwa talerze bardzo, nie takie same, zobaczcie. Akurat tu są, ale zaraz zobaczycie, grzebienie takie. Patrzcie, to z pracy. То есть два ряда дисков, и диски отличаются. Есть волнистые, есть обычные диски. Здесь показывается, как это все работает. Очень хвалят, говорят, что ищут дилера на Украине. Возможно, мы станем дилерами этой техники. Hello, Богдан. 50 лет уже они производят эту технику. I to tylko brony produkujecie? Nie tylko, macie fast possibility. A, i fastowniki takie, tak? My sprzedajemy ogólnie na Kazachstan, na jest to? Uzbekistan, tak. Przyjedziemy do was. Będziemy się opiekować wami tak, żebyście byli zadowoleni. Dobra? Jeżeli... Można to nagrać? Nie ma problemu. Ja obiecuję. Jak ja coś mówię, tak będzie. Nie ma problemu. My prowadzimy jeszcze swojego bloga na YouTubie, bardzo fajnego. Na YouTube. Ale małego. Własnej roboty. No, możemy. Вот так вот, ребята, зачем нужно ездить на выставки? Сейчас познакомились, нашли контакт очень хороший, производители почвообрабатывающей техники, а также косилок со Словении. Хотят сделать нас дилерами. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас идем, только никому не говорить. To jest pan Leszek. Leszek powiedział. Leszek, tak. A Leszek powiedział to co? To będzie. Так, друзья, сейчас мы находимся опять на стенде словенской компании, которая производит мульчирователи и косилки. 50 лет они уже на рынке, и мы ведем с ними переговоры. Компания хочет, чтобы мы стали дилерами их продуктов, поэтому они дадут нам на тест, и мы покажем, как работают их продукты. Они пообещали на камеру. Вот директор компании, который пообещал на камеру, что если вы найдете продукт, который работает лучше, я вам ставлю бутылку виски. Если я говорю, это значит правда. Да, Будем ну проверять. так вот, да. Вот это, ребята, по классике. Техника, но есть у нас еще одна слабость, ребятки. Да. Ай, хорош. Игорек, здорово. Я тебя снимаю на видеоблоге, будешь фермером. Сейчас заходим в Варшавское метро и едем в город, прогуляемся. Покажу вам, как оно выглядит. Первое впечатление, как всегда, шикарно, на высоте. Купович билет. Вот, давай карту можно. Радой Варшавы, тут, картоннику, 75 часовых, круто. Мы взяли 3,40. Ты угловый? Чик. Ты угловый? Все, вот так вот прошла оплата билетики.
Идем сейчас прогуляемся, проехали на Варшавском метро. Метро просто замечательное, новое, 19 года. Очень красиво. Идем в город, потому что последние дни иллюминации. Завтра опять на выставку едем. В 10 утра будем снимать. Очень-очень много завтра съемок запланировано. Очень интересные компании, очень известные и популярные среди сельского хозяйства, сельскохозяйственной техники и у фермеров, у тех, кто пользуется ней. Вот так вот. Красота. Будем снимать вот этих вот красавцев для вас. Класс Lexion 6800 и класс Axion 960 трактор гусеничный. Сегодня уже пооткрывали крышки, да? Но все равно не открыли двери. Но не открыли кабину. И вот, друзья, мы находимся на стенде класс. Сейчас нам менеджер представит новую модель трактора, а именно Axion 960 с очень конструктивным изменением. Приветствую, меня зовут Максим. Привет, я Пшемек, очень приятно познакомиться. Коротко о тракторе расскажите, как, что было изменено и для чего. За нами трактор Axion 960 мощностью 445 лошадиных сил на TerraTrack, двигатель FPT. Честно говоря, это та же самая единица, если говорить о двигателе. Внутри кабина та же, поменялся только привод. Опционально, кроме колес, могут быть гусеницы TerraTrack. А так с интереса спрошу, почему поменялся тип привода сзади, а спереди нет? Задняя часть была изменена по запросам многих наших клиентов, чтобы уменьшить давление и распределить его. Конечно же, данная технология улучшает сцепку с землей. Что еще было изменено, или это та же самая модель трактора? Это только привод, который был изменен. Окей, я вас понял. Какая каталожная цена на эту модель? Такая, чтобы без опций, стандартной комплектации. Например, вот та модель, что перед нами. Если говорить о цене, то очень сложно сказать на сегодняшний день, так как премьера этой модели была на ретехнике в конце 2019 года и стоимость еще неизвестна. Мы как дилеры в скором времени только узнаем эту цену сами. То есть только в этом году начнется продажа этой модели в Польше. Правильно? На данный момент он рекламируется и продвигается на рынке. Делаем демо-показы клиентам, как он работает, ну и в общем представляем его. За нами класс Lexion 6800 с двигателем Mercedes мощностью 462 лошадиных сил. Если говорить о комбайне, это полностью новая единица, вторая генерация Lexion. Если сравнивать предыдущую модель комбайна, он был основательно изменен, изменена была система обмолота. В моделях предыдущей было 3 барабана. Барабан APS, это Synflow Walker, барабан молотильный и дефлектор. На данный момент молотильный барабан был изменен с 600 на 755 мм. Также был добавлен барабан обмолота на 600 мм и за ним только уже дефлектор. Изменен был полностью механизм управления, как и система очистки зерна.
А как насчет производительности? Если говорить о производительности, то недавно был бит нами рекорд, где мы показали лучший результат, а именно сбор 40 тонн зерна за 1 час. А какого объема бункер в этой модели? 15 тысяч литров. А в самой большой модели, класс Lexion 8900, в котором у нас уже 790 лошадиных сил, может быть бункер объемом 18 тысяч литров, и можем укомплектовать жатку шириной до 14 метров. А какая жатка максимальной ширины может стоять здесь? Самая большая жатка, доступная на рынке, которую может предложить класс, это 13,9 метра. Именно эту модель можно укомплектовать даже 12-метровой жаткой. Мы видели новую модель жатки на агритехнике в Ганновере, она как раз была там представлена. Да, там была представлена 13,9 метров, для этой модели по стандарту самая широкая будет 12 метров. Можно ли у вас, как у дилера класс, купить бывшую в употреблении технику для дальшей перепродажи? Если говорить про БУ технику, есть в Польше центр техники бывшего употребления, там можно купить сервисованную технику. Здесь вы видите разбрасыватель, а здесь разбрасыватель измельчителя соломы. Ага, и весь этот механизм подключается сюда. Этот измельчитель применяется в комбайнах с более широкими жатками и служит для того, чтобы разбрасывать остатки по всей рабочей ширине. Как я уже сказал ранее, он служит для того, чтобы разбрасывать равномерно по всей ширине рабочей. Но, вот, например, если у вас жатка 6-метровая и у вас нету разбрасывателя, то с 9-метровой и с 12-метровой жаткой у вас не получится равномерно распределять остаток. Я вот обратил свое внимание на то, что он очень легко приводится в рабочее состояние. Да, это так. Если говорить об монтаже измельчителя, подключаем с левой стороны комбайна. Пойдем посмотрим с той стороны. Приведение в работу устройства очень простое. Так как на нем установлен датчик, опуская камеру вниз, будет сигнал на компьютере, что он подключен. И дальше все происходит автоматически. Отлично. И спасибо вам, друзья, за внимание. Большое вам спасибо и хорошего дня. Всего вам хорошего. Телескопический погрузчик Диечи. Это итальянский погрузчик. С такими вот лапами раздвижными. Поднимается полностью вверх, когда большая нагрузка. Раздвигаются лапы. И тогда можно грузить уже. Кстати, Диечи это очень тоже хороший бренд. Друзья, кто пользуется Диечи, дайте свои отзывы, напишите, как вам по сравнению с другими марками. Блин, как же это круто, ребята, обязательно ездите на выставки. Просто люди ищут поставщиков, ищут дилеров, ищут контакты, поэтому можете найти очень хорошего поставщика, очень хороший завод и стать дилером этой техники у себя в стране. Это мы видим прицеп, который сам подбирает скошенную люцерну или траву с поля и заготавливает силос так для кормов. Це блогер? А що нас тут нема? Ребята, от польські блогери, зайдіть на їх канали, подивіться, що вони просто знімають. Нема такого, що вони херню не знімають. Знімають ребята свій контент, просто трохи який відрізняється від нашого. І я надіюсь, якось ми зможемо зробити так, щоб оцінили нас. Бо ми точно не хуже. Ми лучше. Мы топ, number one блогер in the world. Это наша цель. Это наша цель.
Друзья, вы просто не представляете, как смотрят на нас все люди. Потому что вот такие вот жилетки у нас просто не представляете. Прям все смотрят на нас. Здравствуйте, друзья! Мы находимся на стенде Кубота. Со мной Мариуш. Они главные дилера Польши, Куботы центральные. И сейчас он нам немного расскажет о бренде Кубота. Приветствую! Расскажите о бренде Кубота, какая линия продукции у вас есть и какие трактора представлены сегодня. И, конечно же, интересует вопрос, что еще кроме тракторов можно купить у Кубота. Расскажите для наших клиентов. Так как мы начали наш разговор ранее, мы являемся мультидилером. Это значит, что кроме тракторов Кубота, которые мы продаем на территории Центральной Польши, мы можем предложить экскаваторы Кубота, погрузчики вилочной марки Toyota, теперь бренд называется Unicarrier, а также телескопические погрузчики AUSA. Возвращаясь к тракторам, у нас есть модели от 12 лошадиных сил до 170 лошадиных сил. Они производятся в сериях. Самый маленький это серия B, потом следуют косилки GZR и GZT. Также трактора делятся на стадовые и для сельского хозяйства серии L и M. Здесь можем разделиться на две гаммы. Садовые от 50 лошадей до 106 лошадей и полевые от 50 лошадей до 170 лошадей. То есть 170 лошадей это самый мощный трактор. Самая главная фишка у марки Кубота это то, что трактора до 150 лошадей производятся в Японии. Серия М7 производится во Франции. То есть вот чем характерна Кубота. У нас свои двигателя, у нас свои коробки передач. И самое основное это литье металла и технологии, которые применяем в своих двигателях. Чтобы он хорошо охлаждался, требуется, чтобы блок был, так сказать, одним куском, а не, например, из двух. То есть все комплектующие лично бренда Кубота? Да, Кубота это наш собственный продукт, большинство моделей мы импортируем в Польшу. С интересных моментов, чтобы поделиться с клиентами, это то, что у нас еще 2019 год производства. То есть только через 4 месяца у нас будут доступны модели 2020 года, приблизительно в апреле. Я вижу, что у вас представлены косилки, которые люди могут купить себе в личное пользование, например, домой или на дачу. Есть ли еще меньше моделей или только такие? Отвечая на этот вопрос, сразу скажу, что нет. С той точки зрения, что эти косилки не предназначены для маленького участка земли. Их роль в профессиональном использовании. Имею в виду коммунальные компании или же государственные учреждения. Эта техника должна все время работать. Техника работает, меняется только водитель, так как в двигателях охлаждается технологией Куботы. Итак, если у нас дизельный двигатель, который является очень экономичным, в час будет расходовать пол-литра. Так что здесь в меньшей мере это будет зависеть от водителя. Я вот сразу хочу спросить, это погрузчики тоже ваши? Они также являются линейкой Куботы? Это бренд AUSA. Эти погрузчики не делает Кубота. Как я говорил ранее, мы являемся мультидилером и у нас есть несколько направлений. Эти погрузчики производятся в Испании под брендом AUSA. Они есть как с двигателями Кубота, так и Isuzu. Тут нам может быть интересен вес, который может работать, это стрела. У этой стрелы вес, с которым она работает, не меняется от высоты подъема. Как правило, чем длиннее высунута стрела, тем меньше веса мы можем поднять. Będzie nam się zmniejszał ciężar, który możemy podnieść. Czyli w momencie, kiedy mamy najbliżej zsunięte widły, załóżmy tonę 300 przy tej ładowarce, to tonę 300 możemy... Здесь на высоте мы не теряем грузоподъемность, как, например, погрузчики вилочные, где вес четко обозначен и вверх вы больше не можете поднять. Если же этим погрузчиком мы можем поднять 1300 кг на сложенной стреле, то этот же вес вы поднимете над собой.
przeliczeniu on będzie nam zwiększał tą masę, to tonę możemy podnieść na tych wysuniętych widłach do samej góry. Я вас понял. А так для сравнения погрузчики марки Kubota и Ausa. Как выглядят по ценам? Большая ли разница между ними? Ведь у Ausa может быть такая же модель по характеристикам, двигателю и грузоподъемностью. Хороший вопрос. Если говорить о Kubota, то мы не делаем и не повторяем и не производим технику, которая бы конкурировала между собой. Вот, например, Ausa – это телескопический погрузчик. Так у Kubota вообще линейка телескопических погрузчиков отсутствует. У нас есть погрузчики строительные. Как говорил, мы не конкурируем между своими моделями. Такая политика у компаний, мое мнение, что она правильная. Я знаю, что у вас есть еще много моделей на рынке мини-экскаватора, и побольше, и поменьше. Самый маленький мини-экскаватор, который мы можем предложить клиенту, это 100 на 600. Он без кабины. Со своей практики скажу, что был клиент, который хотел купить такой для работы в помещении, чтобы он помещался в грузовой лифт, потому что было несколько этажей, и ему такой размер был в самый раз. Фишка этих моделей, которые мы производим, в том, что кабина не выступает за свои границы. Имея в виду, что гусеницы будут находиться почти на одной линии, вне зависимости от поворота кабины. Также гусеницы управляются гидравликой. Заезжаем на нестабильный грунт, расширяем гусеницы и спокойно работаем. Если надо выехать куда-то, где ширина 1 метр, сдвигаем и спокойно заезжаем. Модельный ряд начинается от 1800 кг до 8 тонн. Все понял, имею вопрос. Так как мы продающая компания и продаем технику и комплектующие на такие страны, как Украина, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, можем ли мы, покупая у вас как у дилера, гарантировать нашим клиентам покупку бывшей в употреблении техники с сервисной историей и хорошим состоянием? Мы сами не продаем БУ технику. Единственное, что можем предложить нашим клиентам, это демо-версии техники, которую мы привозим на показ клиентам. Такую технику мы потом продаем и даем на них гарантию. Вы, например, можете закупить у нас вилочные погрузчики бренда Unicarrier. Это Nissan, напомню, и даем гарантию на них. Например, в вилочном погрузчике частая проблема – это аккумулятор. Их у нас тоже можно закупить в оригинале и получить гарантию при возврате старого аккумулятора. Мы обязательно попробуем с вами посотрудничать. Я очень рад и открыт для сотрудничества. По БУ погрузчикам Nissan можем предложить вам хорошую цену и гарантийный срок. Я благодарю вас за короткое интервью. Всего вам хорошего и до встречи. Итак, друзья, мы нереально круто провели этих 2 дня. Очень много людей мы узнали новых, очень много нового для себя мы в принципе узнали. Так что выставки это реально крутая вещь, где вы можете коммуницировать с людьми, узнавать тех людей, которые лучше в вашем деле или же хотят быть лучшими. Так что всем советую всегда приезжать по возможности на такие выставки, даже на маленькие. Вот мы на маленькой выставке встретили человека, с которым будем сейчас работать, и это отлично. Я считаю, это вообще отлично. Так что спасибо всем. И еще одна вещь, которую хотел бы сказать. Все то, что мы представляем вам в данном блоге, это является партнерские отношения. И если вы хотите купить дешевле, реально вам стоит обратиться. Все это можно проверить, попробовать. Спасибо вам и до свидания.